Всем добрый день! Вы на канале Шитие Мои. Меня зовут Оля, и я продолжаю серию видео по пошиву купальников. Сегодня пришло время для трусиков. Я покажу несколько вариантов для более закрытого типа трусиков и несколько вариантов для более открытого типа трусиков. Я показала 4 модели для верха купальника, то есть это лиф. И 2 модели были более открытыми, такими ненавязчивыми, да, и 2 модели были более закрытыми и с поддержкой. Хотя последняя модель может быть и без поддержки, то есть это уже на ваш вкус. Чтобы легко найти нужную вам информацию или нужное вам видео, подписывайтесь в мой бесплатный телеграм-канал «Швейная продленка» и пользуйтесь навигатором, это очень удобно. Итак, я откопировала нижнюю часть боди, обратите внимание на линию талии, и вот эту часть, вот этот прямоугольник мы не копируем, то есть мы копируем только вот по эту линию. Далее, смотрите, обратите внимание, я откопировала таким образом, чтобы боковая часть у меня была вместе, вот так, и эту одну копию я сделала как бы почти, практически слитно, а вторую немножко раздвинула. Хочу показать кое-что. Ну, надеюсь, что это мне поможет. В общем, сейчас мы с вами убираем выкройку боди и будем работать с трусиками. Я думаю, что для начала я покажу трусики более закрытого типа, то есть более открытого, наоборот, типа. Я отрезаю, чтобы мне ничего не мешало. Это мы немножечко позже к этому подойдем. Кстати, хочу показать ткани новые. Да, я заказала лайкру. Лайкра черного цвета, лайкра салатового цвета. Или какой он тут салатовый, неоновый цвет. Я хочу их совместить. То есть у меня в будущем будет вот такой купальник. К этим тканям я заказала сеточку. Сеточка такая желтенькая, да, вот как бы вот так. Я еще не знаю, какую буду использовать. И сеточка будет черная, но она еще не пришла. К сожалению, сеточка не такая, которую я думала, о которой я думала. Она по длине не тянется совершенно. Это очень плохо для купальников, да, то есть для купальников сеточка должна тянуться в обе стороны. Но она хорошо тянется по ширине, и она достаточно такая, видите, она восстанавливается. То есть качество сеточки очень хорошее, но единственный минус это то, что она не тянется по длине. В общем, я не знаю, скорее всего не буду использовать эту сеточку, уже буду думать что-то другое, либо закажу еще, либо в своих закромах найду что-то. В общем, не отвлекаемся, да, я просто хотела похвастаться новой тканью. Значит, приступаем к моделям, которая будет максимально открытая. Смотрите, у нас есть вот эта вот линия талии наша 100%, да, по базовой выкройке боди. Если мы хотим, мы в принципе можем ее здесь и оставить, но это подойдет, то есть для более закрытого типа, да, для более открытого типа не подойдет. Первым делом, что мы должны сделать, это убрать, прежде чем моделировать, мы должны убрать по 3 сантиметра. Для открытых моделей можно, то есть для такой модели, которую я сейчас буду строить, можно убрать и больше, да. Но я сейчас убираю 3 сантиметра по боковой линии и по спинке, и по полочке. И определяюсь, где у меня будет верхняя точка трусиков, да, то есть мы можем от линии талии занизить на 4, на 5, хоть вот здесь вот сделайте завязочки, да, вот здесь прямо по самые бедра, то есть это уже ваше дело. Вы просто сейчас завязываете шнурок на талии и сами для себя определяйтесь, какие трусики вам больше нравятся, какие трусики вы предпочитаете, да, то есть вы можете взять, надеть любимые трусики и от линии талии до этого момента вы можете измерить. Значит, вот от этой линии, от линии талии, уже по новой нашей линии, да, допустим, я откладываю 5 сантиметров, пусть будет 5. Здесь то же самое, я откладываю 5 сантиметров. Если по спинке мы проводим линию прямо, потому что она у нас прямая, линия по центру, получается, этот центр спинки мы оставляем на месте. Здесь мы должны повторить вот эту линию, поэтому здесь я тоже по переду откладываю 5 сантиметров. И вот так плавненько-плавненько вывожу новую линию талии. Центр полочки мы тоже оставляем на месте. Теперь смотрите, по переду мы вот эту линию можем сохранить.
Кстати, что касается ластовицы. Ластовица, в зависимости от вашей физиологии, может приподняться выше на 1-2 сантиметра, а может, наоборот, спрятаться ниже. Да? То есть это уже, повторяю, зависит от вашей физиологии. Как вам нравится, как вам удобно. То есть вы уже смотрите, опять же, по своим трусикам. Если, допустим, ластовица, ну, бывает сколько? 7-10 сантиметров, да, то есть это очень маленькая, ну, на мой взгляд. Ластовица может быть до 17 сантиметров. Смотрите, вот это у нас ластовица, да, вот сюда, отсюда сюда мы измеряем. У меня получается 8 сантиметров. И отсюда, допустим, вот она у меня ластовица, я измеряю. У меня получается здесь 16,5. Ну, в принципе, нормально, да, но может быть и больше при желании. То есть у меня как бы ластовица более такая нормальная. Мы можем здесь ее, допустим, сделать меньше, а здесь сделать выше. То есть здесь ниже, здесь выше. То есть, опять же, это вот эти все моменты вы для себя определяете сами. Но я должна была это оговорить, озвучить, потому что не все этого знали, да. Смотрите, что хочу сказать по переду. Допустим, я оставлю ластовицу вот здесь, чтобы ее уже не терять, да. Вот эта линия у нас опять же остается на месте, это я тоже оставляю на месте. Повторяю, вот эта линия, то есть вот эта линия бикини, да, мы можем оставить так. Мы можем приподнять вот эту часть, то есть вот эту боковую, да, линию на 2, на 3, на 4, на 5 сантиметров. Ну, допустим, пусть будет у нас вот это расстояние 4 сантиметра, да, вот оно. То есть боковинка у нас будет 4 сантиметра. И мы плавненько выходим. Здесь нужно не забывать, что это у нас передняя половинка. И вот эта часть, она у нас должна быть закрыта. То есть она идет у нас по базовой нашей выкройке, да, как по базовой. Дальше вы ее поднимаете, опускаете. То есть это уже ваше дело. Так, беру другой маркер, допустим, пусть он у меня будет опять красный. Например, я опускаю еще ниже свои трусики. Вот они, да? Еще ниже. И здесь я оставляю 1 сантиметр только для того, чтобы здесь у меня был шов, то есть обработать можно было эту сторону и эту сторону. Я вот так, опять же, опускаю линию, то есть провожу линию бикини вниз, вот эта часть у меня сохраняется. По переду она всегда сохраняется. И смотрите, вот эти трусики, которые я черным, да, нарисовала. Вот эти вот, которые черные трусики, это могут быть просто обычные трусики. Мы здесь просто сшиваем, здесь сшиваем, пришиваем ластовицу, или здесь мы можем вообще сделать без шва, да, здесь может быть вот так вот выложите вы сюда переднюю половинку, там заднюю половинку, и у вас вот так будет сгиб, и то есть здесь можно делать без шва. Здесь можно сделать шов. Можно, допустим, подвернуть полочку и спинку, сделать как бы тоннельки, провести туда шнурочек и завязывать. То есть получается будет вот так, как капелька, да, и завязочка. Тоже можно. Это все как бы мы можем фантазировать. Но вот эти вот красные трусики я бы убрала еще по 1-1,5 сантиметра. Ну вот, допустим, мы уберем по 1. Здесь получается у нас 1, здесь 1. То есть вот они наши трусики, да, будут. Вот это мы уже не берем во внимание. И смотрите, вот здесь мы обрабатываем, допустим, бейкой трикотажной. Или наоборот, вот здесь мы обрабатываем бейкой трикотажной. А сюда мы обрабатываем, как мы обрабатывали по низу лиф номер 2. Модель и переходящая, то есть вот эта обработка, переходящая в завязки, да, здесь вот так вот можем обработать, той же самой тканью основной тоненькую полоску вырезаем, обрабатываем как, ну, как бейкой, да, и она переходит в завязку, то есть вот здесь у вас будет просто вот завязочки красивые, то есть это для таких более открытых моделей. Повторяю, вот эта часть может гулять по этой линии хоть куда, она может быть, вот у меня, допустим, 4 сантиметра, она может быть 3 сантиметра, она может быть 5 сантиметров, 2 сантиметра, 6, 8, то есть как вы хотите. Ну и вот эта линия, она идет как бы логичная, то есть несмотря на то, что вы можете ее менять, допустим, вот эта часть, допустим, вот сюда, и 4 сантиметра вниз, вы ее меняете, но вот здесь, опять же, вы сохраняете вот эту часть. Ближе к ластовице вы вот эту часть сохраняете, да, чтобы не было там прям вот сильно открыто. Если вы ее опускаете ниже, еще другой маркер возьму сейчас, надеюсь, будет видно. Допустим, вы вот сюда линию талии опускаете, да, вот она. И вот она у вас, допустим, 4 сантиметра, да, вы ее либо здесь сохраняете, либо делаете уже боковинку, ну, то есть, опять же, вы здесь
сам себе хозяин, а вот эта часть, она у нас остается на месте. Здесь важно. Переходим к спинке. Так, значит, мы продолжаем черную модель. Значит, здесь я оставляла 4 сантиметра. Все остальное мы оставляем на месте. И, допустим, я хочу оставить, чтобы по спинке было максимально закрыто. Я веду вот таким образом. Плавно, плавно, плавно. Вот тут ближе к ластовице, вот эту часть вы оставляете, как она у нас по базе, а дальше вы ведете как хотите. Мы можем здесь сделать практически прямую линию оставить, да, вот так. Опять же, к ластовице, ну, здесь немножечко вот так вот она приоткроется, буквально 0,5, может быть, вот так, да. Вы можете сделать... Это у нас трусики открытые, поэтому мы можем сделать вот такие, что-то типа танго, да, мы можем сделать более открытые. Но, смотрите, если мы хотим прям вот максимально открыться, тогда вот сюда к этому месту мы оставляем примерно 1-1,5 сантиметра. Ну, то есть, если вы хотите, допустим, стринги, то здесь 1 сантиметр. Если там какие-то полустринги, я не знаю, то 1,5. То есть, вот здесь, допустим, 1 сантиметр, и мы выводим стринги. Хотите? Хотите, да, ради бога. Вот так, да? То есть, вот она наша линия. Мы можем сделать вот так, как хотим. Опять же, здесь... Смотрите, переходим к красной, да, к красным трусикам. Допустим, вот здесь у нас идет, вот так вот я решила, да, вот здесь смотрю, 1 сантиметр для шва, только для того, чтобы было удобно обработать. Здесь я провожу прямую. Опять же, убираю 1 сантиметр от бока, для того, чтобы было легко завязать и не было лишнего ничего. И тут же вы опять можете вести, как вам вздумается. Вот они, пожалуйста, стринги, да, вот они. В общем, делать мне нечего, я разукрасила красным цветом трусики, которые у нас будут с завязочками, то есть которые предполагаются завязочками, потому что много тут накалякало, я думаю, что уже здесь мало что понятно. Смотрите, еще раз повторяю, что дополнительно к тому, что мы 3 сантиметра здесь убрали, если мы хотим завязочки, то мы еще должны убрать 1-1,5 сантиметра, для того, чтобы можно было сюда завязать завязочку, чтобы ничего нам не мешало. Обработать можно, конечно, просто обработать здесь и обработать здесь трикотажной бейкой и просто решить отдельно завязочки. Но можно, как я уже сказала, по типу нашего второй модели лифа. Что касается задней половинки, я уже рассказала, здесь можно много моделей, да, сделать. Вы можете, кстати, по одной выкройке сделать несколько моделей. Да. Можете, кстати, не только для трусиков, то есть не только для купальников это применять, но и для обычных трусиков. Пока я убираю вот эту модель, то есть понятно, да, что я показала несколько вариантов. Мы здесь можем рисовать то, что нам нравится. То есть мы можем делать выше линию талии, ниже линию талии, мы можем шире делать боковинку, уже боковинку, можем на завязках, можем с тоннельками на завязках. То есть это уже как бы как хотите, так и воротите. Переходим к моделям, которые более закрытые. Опять же, здесь мы можем играть с нашей линией талии. То есть мы линию талии можем вполне оставить на месте. Мне, например, очень нравится такая модель, когда линия талии на месте, ну и примерно, то есть вот именно вот эта линия талии на месте, примерно ширина, допустим, 5-7 сантиметров боковины, и дальше уже идут обычные трусики. Мне так нравится. Вот, допустим, давайте оставим вот эту модель. Вот она у нас красная, так мы сейчас ее и прорисуем. Оставим модель, как она будет смотреться. Значит, для начала я прорисовываю линию талии, линию центра, низ. И убираем сразу 3 сантиметра. Можно вот так, 3 сантиметра убираем по боковине. И, ну, допустим, оставляем, пусть будет 6 сантиметров, да, высота трусиков, то есть боковинка. Все, мы ее вот так выводим. Здесь я, кстати, ластовицу не прорисовала. Ну, примерно вот тут. Тут есть, а тут нет. Вот такие у нас получатся трусики. Да, здесь мы тоже оставляем, допустим, прямую линию талии. То есть она у нас остается на месте. Сюда мы убираем, так, 3 сантиметра.
опускаемся на 6, так же, как и по переду. И здесь, опять же, какую вы хотите, закрытую модель или открытую. То есть, вот, да, вы можете вот так, а можно, ну, как бы здесь, да, конечно, все плавненько должно быть. Здесь у нас получится немножечко приоткрыто, то есть тут закрыто не получится совсем. То есть, ну, вот такая вот простая модель. Самая простая, но она у нас закрытая модель. Теперь я беру другой маркер. Надеюсь, цвета камера будет хорошо показывать. Смотрите, теперь я, допустим, опускаю линию талии. Несмотря на то, что трусики у нас предполагаются более закрытыми, такая закрытая модель, да, мы можем в любом случае опустить линию талии. Можем на 1, на 2, на 3, на 4 сантиметра опустить, то есть насколько вы хотите. Мы можем просто взять вот так вот, у меня здесь, ну, грубо говоря, 13, да, вот так, взять центр, и от центра, например, мы хотим 4, там сколько, 5, ну пусть будет 6 сантиметров, от центра в одну сторону 3, в другую сторону 3. То есть это на ваше усмотрение, да, как вы хотите, так и делайте. Вот оно у меня получается, вот она боковинка. Далее вот эту линию я повторяю. То есть она у меня не должна быть прямой в любом случае, она будет у нас вот такая вот изогнутая. И здесь я просто веду вот сюда, опять же, к ластовице. То есть она у нас вроде моделька, это чуть-чуть заниженная линия талии, но она продолжает быть закрытого типа. Опять же, здесь я опускалась на сколько? На 4 сантиметра? На 4 сантиметра. Вот так, да. И здесь у меня будет 6 сантиметров, так же, как здесь. Вот я ее выделяю синим. Опять же, здесь у меня будет более такая закрытая модель. Маркер уже не пишет. И линию талии я оставляю прямой. Надеюсь, понятно. Так, теперь я беру черный маркер и повторяю, что мы можем, я сейчас не буду черкать, да, но вот эту деталь мы можем тоже делать по-разному. Ладно, я сейчас красным, наверное, вот так возьму. Мы можем прорисовать вот здесь по прямой, то есть это будет уже модель по задней половинке более такая приоткрытая. Не открытая, то есть для такой модели, для более закрытой модели я не советую делать что-то типа стрингов, но что-то типа танго вполне может быть, да. То же самое здесь мы можем провести более спрямленную линию, то есть, ну, тут как бы уже дело лично каждого. Опять же, вот эту часть мы можем гулять по этой боковине куда хотим. Мы можем, опять же, делать уже, шире, как хотим. То есть 10 сантиметров, 12 сантиметров ширина, высота. То есть тут зависит от вашей фигуры, от ваших предпочтений, от ваших желаний. Да? Не буду больше продолжать, потому что все сказано здесь. Я хочу сегодня показать еще на этой модели. Во-первых, хочу показать для пышных женщин, которым необходима поддержка, которые, смотрите, я, допустим, предпочту слитному купальнику, я хотела себе слитный купальник, но я думаю, что я предпочту слитному купальнику, допустим, к 4-й модели я бы предпочла высокие трусики с поддержкой по поясу, то есть широкая резинка. Допустим, у меня 5 сантиметров, по-моему, в последней модели Lift Top, у меня там 5 сантиметров поддержка под грудью, и такая же должна быть по трусикам. Если, допустим, 4, то это 4. Давайте я возьму черный маркер, сейчас здесь еще накалякаю. Допустим, от линии талии, которая у нас она идет, 4 сантиметра я вот так вот отрезаю. Просто отрезаю. А сюда я буду просто вырезать полоску ткани, так же, как я делала для лифа под грудью. Просто прямую полоску ткани, вырезаю нужного размера резинку, ширину резинки, да, или куплю, допустим, нужную размер, я вот тут вот вырезала отсюда. Либо, может быть, у вас есть нужного размера резинка шириной, и я буду вставлять, и, то есть, у меня будет линия талии с широкой резинкой, как бы с поддержкой, да. Хочется мне, допустим, выделить талию. И она может быть вот здесь, они даже могут соприкасаться, потому что сюда будет 4 сантиметра, здесь будет 4 сантиметра. Можно каким-то образом их тут соединить, каким-то колесиком, колечком, то есть, или каким-то завязочкой какой-то. То есть тут уже как бы ваше дело. В общем, смотрите, вот это я просто все отрезаю. Далее, ну, допустим, пусть у меня будет не 6, а, допустим, 8 сантиметров я хочу закрытые трусики. То есть вот эта линия, которую мы сейчас убрали, да, вот эти 3 сантиметра, она у нас остается на месте всегда. И я прорисовываю
обычные трусики, но вот здесь у меня будет дополнительно пришиваться широкая резинка как поддержка. То есть она будет перекликаться с лифом. Как бы все то же самое, только будет сверху пришиваться резинка. Здесь, допустим, 8. И здесь опять же закрыто, потому что хочу закрытые трусики. Ну, например, хочу. Если я хочу, то я хочу, да? Если я хочу, то делаю. Вот так. Вот. Не обязательно от линии талии откладывать вниз 4 сантиметра, то есть ширину резинки, или 5 сантиметров, какая у вас там ширина резинки, можно сделать немножечко заниженно. Допустим, у вас красивая линия талии, и вы хотите такой более закрытый топ, то есть, допустим, у вас талия красивая, а тут много, да, и вы хотите где-то что-то закрыть. Бывает же такое, да, что, допустим, у меня вот здесь вот много всего лишнего, и мне хочется как раз от линии талии вниз. Почему я говорила, что я люблю такие трусики прямо от линии талии. Но вот здесь небольшая, потому что как раз вот здесь у меня проблема. А есть у людей, у женщин вот тут проблема, либо ниже, либо еще ниже, то есть хочется прикрыть там. Поэтому вы можете также опустить, просто сделать заниженную линию талии. Опять же, на себе завязываем шнурочек, определяемся, насколько вы хотите занизить. Пусть это будет, допустим, 6 сантиметров. Вы занизили. Вот это мы отрезаем, или 8 сантиметров вы занизили. И здесь вы прорисовываете, то есть не прорисовываете, сюда вы будете пришивать резинку широкую, да, вот она у нас будет резинка широкая. Уже не буду сильно тут черкать, но понятно, что вот. Все-таки зарисовала. Смотрите, что я хочу еще показать. У нас фигуры все разные. И кому-то хочется, как я уже говорила, кому-то хочется спрятать вот здесь, как бы зажать, поджать тканью, да, эластичной, а кому-то хочется ниже. И, допустим, вот я сейчас показала модель, которая вот у меня от линии талии сразу идет, да, вот сюда трусики. Я показала вот эти сейчас черные, где выделила резинку, показала, которые нужно вот здесь спрятать чуть ниже от линии талии, да. И что мы можем сделать для тех, у кого вот здесь прям ниже, да, бедра, и хочется тоже их немножко как бы подтянуть тканью. Что мы можем сделать? Мы можем вот эту линию боковую продлить ниже, но я пока пунктиром, да, проведу вот так. И здесь тоже я провожу ниже, пока пунктиром. Здесь мы можем определиться, где у нас будут заканчиваться трусики. То есть это мы сейчас делаем типа полушортики. Честно говорю, я не знаю всех названий трусиков, изучать не стала, но как бы, ну, я думаю, что понятно будет те, кто будет смотреть, и те, кому это нужно, да. Делаем полушортики. Не знаю, как они называются. Смотрите, вот она у нас по базовой выкройке, вот она нижняя линия, да. От этой нижней линии вниз мы с вами можем определиться, насколько вы хотите, чтобы они были ниже. Мы можем сделать максимально низко, да, а потом, если что, мы можем обрезать. Ну, допустим, давайте возьмем, ну, пусть будет это 8 сантиметров. Вот 8 сантиметров я сюда и провожу. И, допустим, мы оставили вот эту линию на месте. Пусть будет у нас здесь поддержка, вот так вот у нас, мы от поддержки, прямо от резинки вниз мы отмеряем. У меня получается, так, пусть будет вот так поточнее, 19 сантиметров. И от этой точки, тоже от резинки вниз, я тоже откладываю 19 сантиметров, не от этой точки. Потому что так как она у нас вот такая идет, а это вот такая, у нас вот эти линии разные. То есть они разной длиной, поэтому мы всегда их меняем, да, то есть если здесь, то здесь тоже меняем, независимо от этой точки. Поэтому я вот так провожу прямую линию, а теперь от этой точки мы с вами, смотрите, во-первых, мне нужно убрать, чтобы здесь убрать лишнее, то есть чтобы здесь была тоже как бы небольшая поддержка, чтобы ничего не болталось, убираем 1 сантиметр. И от вот этой точки сюда я этот 1 сантиметр как бы срезаю, да, вот у меня 19 остается, сюда тоже вовнутрь 1 сантиметр, и от этой точки провожу вот сюда 1 сантиметр, вот она у меня 19. И теперь я прорисовываю, смотрите, вот эту, так, я, наверное, все-таки заклею вот этот вот кусочек, чтобы он меня не смущал, и вас тоже, вот так, да. Вот так уберу. Вот она наша меточка будет. От этой меточки
Вот она. От этой меточки мы идем, здесь у нас прямой угол, и мы идем вот так сюда, и максимально близко к ластовице, да, вот эта часть опять же у нас остается. И это у нас будут как бы полушортики. Если вам не захочется, ну, когда вы уже сошьете, сметаете, не захочется сделать такие высокие, вы можете вполне срезать вот так, да, вот так срезать. Или, допустим, вы сейчас изначально хотите вот от нашей базовой выкройки 5 сантиметров, допустим, вот такие вы можете прорисовать трусики. То же самое здесь. Здесь мы можем уже прямо, тут ничего не нужно изгибать, да, вот так, опять же, ближе к ластовице мы проводим, опять здесь у нас прямая линия. Если мы хотим вот сюда, допустим, 5 сантиметров, то у нас получается 16. От верхней точки 16 отмеряем. Опять здесь у нас прямой угол, и мы ведем вот так к ластовице. То есть тут у нас какая будет линия, это уже ваше дело. Опять же, смотрите, это 5 сантиметров. Мы можем и 2 сантиметра так прорисовать, да, то есть тоже будет нормальные трусики. И 3 сантиметра. И также здесь тоже. Я думаю, что это понятно, сколько всего нарисовано. Я очень надеюсь, что для вас это было понятно. То есть мы можем по этой базовой выкройке боди-купальник, мы можем рисовать любые для себя трусики, как более открытые, которые я уже показала, так и более закрытые, да, и вплоть до того, что это могут быть шорты. В общем, смотрите, на сегодня я думаю, что я закончу все-таки. Моделирование трусиков – это большая тема. Да? Вы для себя сейчас решите, какие трусики вы будете, то есть какие трусики вы предпочтете. Переходите в телеграм-канал и рассказывайте мне, пишите в комментариях, какие трусики вы будете выбирать, то есть какие трусики вы предпочтете для себя. И я, возможно, уже от этого отталкиваясь, покажу сборку, может быть, 2-3 модели трусиков. Да? Я хочу показать обработку с помощью сетки, то есть с подкладкой, да? Обработку с трикотажной бейкой и, возможно, обработку, получается, из основной ткани, то есть просто полосочку в завязочке. Возможно, я покажу. Себе я такие шить не буду, но, может быть, мне придется такие сшить. Может быть, даже придется надеть. В общем, я пока не знаю. Поэтому пишите, чтобы я об этом знала. Пишите, какие трусики вы предпочтете. Возможно, я сделаю, знаете, как сделаю опрос. Опять же, в телеграм-канале «Швейная продленка» сделаю опрос, если вы стесняетесь писать, или что-то вы не можете, или что-то не получается, или вам некогда, или так далее. Просто нажмите на кнопочку, проголосуйте за какую-то модель трусиков. Я, в общем, напишу там, поэтому, ну, чтобы мне было понятно, да, какие нужны, а какие не нужны. Может быть, какие-то трусики вам и не нужны будут, да, то есть, ну, неинтересны. На сегодня я уже с вами прощаюсь, и так очень много я тут наговорила, наверное, даже лишнего. Прошу меня за это простить, балаболка я такая. В общем, на сегодня я с вами прощаюсь, желаю всем классного настроения, жду от вас обратной реакции, и всем пока, до новых встреч!